Ребзя, вечерняя распаковка. А знаете, как на польском паречка, пажечка? За кого, Сашка, болеешь? За Англию? Не успели проснуться, как у нас уже под дверями стоял викинг. И за это мы отдали с Сашкой 40 злотых. Угу. Это ли не кайф? Я тут чищу картошку. Все работает. Офигеть просто. Ну это Details, это Fabrics. Я мастер спорта по всем видам спорта. Забрали нашего красавчика. Спасибо тебе. После стрижки. Чупсик. Отвернулся от нас, от всех. Ребзя, вечерняя распаковка. У нас на улице, ну как у всех, кто живет в Польше, на сегодняшний день 34 градуса, потому что и до 35 в некоторых регионах жары было. Это, не знаю даже, как объяснить эту жару. Я нормально могу переносить жару, когда ты сидишь дома. Когда ты сидишь дома под вентилятором, элегантно. Не, ну на самом деле, вот такая коробочка. Если там градусов 26, то вообще споку. А когда уже очень жарко и такой прям обжигающий ветер даже был, такой обжигающий, это уже слишком. Тем более с моими родинками. Я вообще SPF, постоянно уже обливаюсь этим SPF, с моими родинками, конечно. Вообще лучше не ходить под солнцем, но это невозможно не ходить под солнцем. Это нереально. Чек, Сашка. Распаковка. Как можно спрятаться от солнца? Я же не буду в паранже ходить. В хиджаб. Как это называется? Хиджаб? Паранжа вот это. Короче, вы поняли. Мы заказали много чаев, целую коробку чаев. Фу, лакалют написано. Ну тут чаи. Наши любимые чаи, Дилмах. Мне не очень нравится. Я вообще фанатею. Это уже второй раз. Мы заказываем много упаковок. И там они черные. Мне нравится то, что они черные чаи, очень насыщенные. Да, здравствуйте, понюхайте. Спасибо. И мы их заказываем сразу много. Мы их выпиваем, потом на Allegro заказываем заново. Это получается, так, рассказываю. Это получается у нас зеленый чай. Вот это зеленый. Это в пакетиках. Это не рассыпчатый. Потом манго и клубника. Блин, это ж я не хотела этот. Или хотела? Он мне не очень этот манго и клубника. Ну, пофиг, пусть будет. Мне кажется, я не хотела. Ну, ладно, заказала. Потом, вот такой мы не пробовали. Лесные ягоды. Ну, тут, посмотрите, малина, клубника и паречка. А знаете, как на польском паречка? Пажечка. Забавно, нет? После знакомства с чаем, вот этим, с карамельным вкусом, я полюбила фирму Дилмах. Я помню, еще мама в детстве, у нас только открылся магазин Гипа, и только там продавался такой карамельный чай Дилмах. Я помню, я у подружки попробовала, потом сказала, что он продается в этом Гипе, и мне мама покупала. Блин, такие воспоминания приятные с детства. Дальше голубика с ванилькой. Это уже 5 получается. О, сейчас мой один из самых любимых. Лимон и лайм. Вообще вкуснотючный. Очень вкусный. Это тут мы уже пробовали. А это груша и оранж, и апельсинчик. Такой мы не пробовали. Вот это интересно. Посмотрите, сколько там вкусов. Там еще много вкусов, которые мы не пробовали. Ну, немного, но уже, может, пару осталось, которых мы не пробовали. И вот такой мы вообще никогда не пробовали. Тут получается мед, гранат и маракуйя. Вот такая распаковка быстрая. Сашка сидит, футбол смотрит. Сашка смотрит футбол. На эту минуту 1-1. За кого ты, Сашка, болеешь? За Англию? Да. Естественно. Ты не Я изменяешь. побывал только полгода назад. Ну и что, когда Не стала справедливо. возможность? Не, ну побывал, это уже один из тысяч. Так ты побывал в том году 2 раза? Так что, блин... 2 недели, считаю, Ну, пробыл там. круто. А я одну. Ну я и не болею всю жизнь за Англию. Ладно, вот сколько мы заплатили за чай. 59,26. Не успели проснуться, как у нас уже под дверями стоял викинг. Это такой кейтеринг, называется Викинг. Он привозит еду специально для качков. Они назывались раньше кухня Викинга, как бы так и написано было на сайте, но тут Викинг Point.
Викинг Point. Вот они привозят еду прямо под дверь, если ты ее заказываешь себе. Например, если тебе нужна там белковая еда, Ну, только там ты выбираешь, качок. Да, ты количество выбираешь калорий. количество калорий. То есть ты, ну, вы знаете такие службы, как бы. Это то же самое. Мы нашли это, как обычно, по скидке, целый пакет. Мы за это заплатили 40 злотых, то есть 50% была скидка. То есть без скидки это 80 злотых. И тут на одного, да, поехали. Вроде все сказала. А, и мы это купили по спасению еды, Сашка? Фудси. На этом сайте? Как? Фудси. Фудси. Так, это у нас грушки Это запеченная груша? Наверное, десерт. Это запеченная груша. Это как запеченные яблоки, только запеченная груша. Хорошо, интересно. Так, у нас тут филе с курицей, плюс картошка, плюс соус с сыровком. А сыровка это что? А, Салат. капуста. Капустный салат такой. Такой. Честно говоря, выглядит пока так себе. Но обычно, как и в кейтерингах, все и выглядит. Так, следующее. О, ну тут уже это шницель, наверное. Вегетарианская шницель, запеченная картошка и баклажан. Ой, и эти кабачки, цукини. И все? Есть что-нибудь еще? А, еще. О май гад. Так, смотри, ну тут такие просто нарезанные овощи, какой-то соус. Здесь сыр. Не сыр. Омлет. Фу, я не люблю омлет. Хлеб еще, он кусочки хлеба. Так, еще есть? Угу. Посмотрите, там тут хватит. Нет, так обычно же там На пару тут 6 дней. блюд. Ну, это, То есть обычно по 6 ну, блюд. они же не очень большие, не очень Да. калорийные некоторые. Не, ну может для Ну тут где-то около для мужчины тут и 1500 2 порции сразу. 1800 калорий. Ну, для меня это много. О, тут бутерброд можно сделать. Ну, тут, посмотрите, такая колбаска. Это Вареная какая. А, это, может, сделана с паштет. куриного... Не, она, наверное, с куриного филе сделана. Типа самостоятельно. Тоже сос. О, вот такой бы я съела с огурчиком. Типа сделала такой бутербродик. Вот это классно, вот это. Может, мне скоро на работу, может, я сделаю такой. О, и последнее. О, вот это что-то же интересно. Филе с курчака, рыж, сос, сыровка. Опять сыровка, такой салатик. Суровка, да. Такой салатик, морковка с горошком. Тут получается курица, филе куриное с чем-то на соусе оно. И рис. В общем-то и все. И за это мы отдали с Сашкой 40 злотых. Ну, я считаю, это нам на двоих целый день. А это порция на одного. А если бы мы взяли на двоих, только x2 было бы, да? Угу. Ну, не знаю, мы когда жили на Миллионова, мы постоянно видели, что у соседей стояли эти пакеты. Ну, это как бы это не одинарная порция дневная. Потому что обычно там 4 либо 5 блюд входит в дневную. А тут 6, ну это типа как 4, 5, 6. какой-то Ну, это из-за микс. спасения еды? Да, микс из того, что пошло, наверное. А, и вот давайте, Но дата они свежие важности. До 12.07, а сегодня... 11. Ну, то есть ну, еще так они может, сегодня дня есть. приготовили... Так это, получается, они приготовили бы сегодня, либо вчера? Да. Ну, короче, это просто... Вот так вот запихиваешь это в микроволновку, если это блюдо нужно запихивать в микроволновку. Ну, салат запихивать в микроволновку не... Блин, вот не продумано. Я не хочу теплый салат. Ну ладно, неважно. Это уже такое, мелочь. Вот это мне понравилось. Я бы это поела. Короче, если вы хотите попробовать, советуем вам зайти на Итси, или как называется? Фудси. Ой, Фудси. Итси. На Фудси посмотреть. Там, кстати, много было всяких таких кейтерингов. Там реально их было 4 или 5 по спасению еды, очень, да? Их очень много. Их очень много. Зайдите, попробуйте. И плюс вы спите, утром просыпаетесь, открываете дверь, а там уже тихонечко стоит и пакет вас ждет. Это ли не кайф? Я тут чищу картошку. Все работает. Ну это кайфы на расслабоне просто. Он такой молодец. Мы ему тут подняли. Хотя он может объезжать, но мы решили раз в 3 дня поднимать мебель. И вот тут. Чтобы он прямо очень хорошо помыл. Я думаю, что самому руками помыть быстрее. Ну а зачем это нужно?
когда есть такие замечательные приспособления. Но, конечно, швабра и тряпка стоят намного дешевле. Но это все равно, это, понимаете, это же... Вот сейчас я чищу картошку, а он убирается. Или, например, мы только вытерли пыль, а он уже полквартиры убрал. Ну вот в этом и есть его фишка. Или, например, ты идешь в магазин, пошел на базу мыть тряпки. Или, например, идешь в магазин, и там, я не знаю, тебе не будет дома сколько-то там времени, ты можешь его включить, он без тебя уберет. Ты приходишь в квартиру, а уже все чистенько. Мы, кстати, сегодня ждем гостей, у нас сегодня новоселье, поэтому я чищу картошку. Мы будем делать шашлыки. Возможно, если не забуду, поснимаю, шашлыки в ниндзя будем делать. Поснимаю, как все получится. Если не забуду. Если забуду, то уж извините, ляйте. Короче, у нас сейчас уборка перед новосельем. К нам придет мой брат и придет наш друг. Пришла на балкон, я как настоящий садовник надела огороднички. Тут у меня есть маленький помощник, не хочет показываться. Я чего пришла? На самом деле хочу, у меня же есть цветок колокольчик, я его в Лидле купила. В этом цветке высохли ветки растения, то есть они вот так вот выглядят, видите? Я прочитала, что у меня вот они просто отсохли, выросли и уже все отсохли, будут расти новенькие. И нужно обрезать вот эти сухие и оставить вот эти вот зелененькие. Я этим сейчас и занимаюсь. У нас так хорошо на балконе. Я прям сижу на карачках. Тут я подмела пол, и тут плитка постелена. Ну, я вам сейчас покажу, что я рассказываю. И так удобно вообще. Не знаю, вот у меня ощущение, что мы живем на какой-то даче. Потому что я уже показывала, у нас тут вокруг дети гуляют так спокойно, лесок. И у нас там частный сектор. И там у кого-то куры. И постоянно петухи орут во всю глотку. И у меня ощущение, что я реально на даче. Короче, вот, и я называю вот эту нашу квартиру просто дачей. Не знаю, у меня вот такие вот классные ощущения. И очень много сейчас кто находится на балконе. И у нас мы с Миллионова привезли вот эти вот фонарики. Но я так понимаю... А вот это солнечная батарея. Но, не знаю, я вот думаю, что я их выкину. Потому что они уже не светятся так, как я хочу. Но они вообще очень тускло светят. Не то, что я хочу. А просто они очень тускло светятся. Ну и я подумала, что смысл держать, если она уже недостаточно собирает солнечный свет, вот эта батарея, и не дает, может, эти лампочки не светят уже нормально. Не знаю, уже у нас, наверное, больше года эти лампочки, они еще там на Миллионов у нас были. Если не будет нормального света, то выкину. Что лежать? Ну и, в общем-то, займемся цветом. У нас был сильный дождь, мне так нравился этот вазон, и вот эти вот ветки, они прилипли, вот, и покрасили мне вазон. Я хочу его помыть, хочу сейчас привести этот цвет в порядок. Я тут взяла колу, пью. Кстати, моя диета поехала далеко и до долга. Так хорошо нашла, 3 месяца я где-то жила без сахара, и все было классно, но потом мы поехали в Италию, и все. И я сорвалась, и после Италии до сих пор не могу взять себя в руки. А еще мы вчера купили такие маленькие трубочки. Кстати, они продаются в Пепко. Вот такие маленькие. Они идеально подходят вот в такие бокалы. Сегодня воскресенье, и я пью колу. Sometimes I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. Ну вот и все, закончилось цветком, не знаю, на минут 20. Знаете, хотелось, чтобы ему легче дышалось, чтобы лишние веточки вот эти его такие, которые уже умерли, завяли,
Хотелось их немножко обрезать, чтобы, знаете, он дышал, новые листочки пустил. Я вообще отношусь к растениям так, что это же живые существа, за ними тоже надо ухаживать. Я еще, знаете, недавно посмотрела ролик, где в таймлапсе снято от того момента, как сажают косточку в землю, и до того момента, когда он уже вырастает уже целое растение. И ты понимаешь, насколько это живое существо, как они любят воду, как они любят, чтобы за ними ухаживали, поливали землю им и так далее. Поэтому они тогда такие благодарные и красиво растут, цветут. Вот, поэтому у меня, кстати, не очень все хорошо с цветами. Я их, наверное, я не самая лучшая хозяйка, но я всегда стараюсь за ними следить, и стараюсь делать так, чтобы они не умирали. Но очень часто у меня умирают цветы, все-таки, к сожалению. Ну, не знаю, может, ну, что-то не так, в общем-то. Но я все равно покупаю новые, они меня убирают. Я потом покупаю еще один, но этот, надеюсь, выживет. Я каждый раз надеюсь, что хоть один цветок у меня выживет. У меня, наверное, смогут выжить только кактусы. Но вот эти я купила, они вроде как многолетние, я прочитала заранее. Постаралась, что они многолетники, они даже могут, они живут в основном на улице, и могут жить на улице. Вот, еще было написано, что они могут и перезимовать хорошо, поэтому я надеюсь, что все получится. Вон сколько мусора осталось. И вот мой помощник, он тут был постоянно рядышком. Привет, потеряха. Вот, и Чупи, кстати, не ест. Ну, когда у нас стояли на балконе низко, он мог съесть какой-нибудь цвет. А, вот, кстати, одна из причин, почему у меня некоторые растения умирали, потому что Чупсик их грыз. А этот не грызет, потому что он не достает. Но в основном вот тут вот на столике это стоит этот цвет. Видите, больше нету ни одной сухой веточки. Хотя вот тут вот что-то вижу. Еще уберу. Вот, и она так намного лучше смотрит. Надеюсь, ему так станет легче. Будет цвести и меня радовать. Посылки из Юникло на этот раз хотя бы нам доставили. Потому что был случай. Главное, мы закупились офигенно на скидках. И нам не привезли. Ну, точнее, может, привезли, но нас не было дома. И один раз, то есть даже не позвонили, ни смс-ку, ничего. Даже под дверями не оставили, типа, как обычно. Ну, и потом мы узнаем через 3 дня, что посылка пришла обратно на склад. Мы были в афиге. А мы закупились в этом Юникло магазине. Закупились, там было много скидок, вот это вот летняя распродажа. Там был кашемировый свитер. Свитер мой, который я так ждала. Мы ждали эти... Мы ждали этой распродажи, чтобы купить классный кашемировый, такую кофточку кашемировую. И хотели еще такие, знаете, легкие куртки от Юникло, пуховые. Те, которые можно так свернуть и в сумочку, их типа с собой брать. Вообще офигенно. Мы о них уже давно мечтаем, но мы хотим именно от Юникло, но они дорогие. Мы ждем, чтобы была скидка, да? Ну, в этот раз не было, но было на пуховике. Но был на пуховики, зимний. поэтому мы купили... Ну, пуховик не надо зимний. Именно пуховик не нужен. Ой, Ой, это, наверное... Примерять пуховик не хочется, конечно, Ну сейчас да. плюс 30. Сейчас такая жара. У нас еще... Это твоя или моя? Нет, зеленый. Моя, У зеленый. меня уже не было зеленого цвета во второй раз. О, смотрите, длинный пуховик. Наверное, еще хочу сказать, что Юникло это один из моих любимых магазинов по качеству. Офигеть, не, ну, наверное, надо померить. Цвет светлый, конечно, Да. на видео он более такой глубокий. Да? Ну тут он Ну, серо-зеленый, а в жизни это... Чупи засунул сюда мордочку. Смотри, Саша, быстрее. Видно, нет? Так, не царапать. Меня радует, что это пуховик, и он был на скидке. Это размер S. Ну, у меня верх S, а низ все-таки M, потому что я как бы внизу намного больше... наоборот, XS и S чаще. А, или так. А, ну да. Ну, иногда и M у меня внизу. Бедра бывают такие большие.
Вау, смотрите, какие кнопки. Ну, вот реально, смотри, опять сунет нос. В Юникло это качество. Ну, это вот И мне их офигенское. стиль нравится, такой Да. очень. Это приятные ткани. Чупсик. Хотя там бывают иногда дизайн такие, в коллаборациях немножко странные. Ну да. Анимешные какие-нибудь. Вот тут еще есть, когда ветер дует. Да. Во-первых, тут закрыто получается. То есть тебя не будет продувать через замок. И закрыто еще и с этой стороны. Ну, блин, в этом я и говорю, что Юникло это классное качество. Но оно... Мне кажется, цены на скидках, без скидок, наверное, дороговато. Ну, все-таки. Ну, в целом это не самый дорогой. Ну, за свое качество это недорого. На ну, скидках там часто конечно. скидки. Блин, класс. Хочу померить. Хочу, чтобы она была длинная. Ой, какая она приятная. Длинная? Да. Но я хотела длиннее. Да куда уж длиннее. А моя черная, она не была длиннее? Не, может еще и короче. Да. Блин, ну, ниже Она колена. жаркая, пипец, ребят. 100% пух. О, вообще. Ну, вот стильно. класс. Так. Да. Ну, просто бывают пуховики, какие-то вот просто мешок Ну, картошки. Как у меня, черный. А вот тут прям такой Тебе нравится? стильный. Ну. И то, что вот на А, бок карманы. идет, ну, как бы, борт. Вот Чуть-чуть тут вот сбоку. классно, что тут закрывается. Какие мягкие карманы. Ну, у них вот фишка Да. в детали. Но она небольшой, он небольшой, туда-сюда не вместится мой телефон. Надо застегивать. Думаешь? Как жарко, Ребзя. Снимаемся быстро. Мы вовремя купили. Ну, Подождите. пуховики надо покупать Класс. в разгар лета. Но я не вижу. Пойду посмотрю на себя в зеркало. Мне кажется, он даже сделал как-то по фигуре. Да, Нет? ну Погоди. так он намного круче. Ну, у меня прям талия выражена. А она у меня выражена. Все, я снимаю. Следующее. Короче, следующее. Я очень довольна. Мы сейчас еще подробнее рассмотрели каждый шовчик ровно. Ни одна ниточка не торчит, внутренний карман. Все, ну, знаете, с хороших материалов. То есть видно, что качественный замок. Мне очень нравится. А Нет, тебе? ну, стоила она тоже немало. Сколько? Я не знаю. Я вот не помню, 180 это до скидки или после, Ну, не- или 170. Ну, от 160 до 180 евро. ну, учитывая за какие-то материалы, учитывая, что это Ну, это пух, пух. да. Так есть пуховики по 1000 злотых. Но мне как вот, бы. например, за Юникло Есть доверие. почти никогда не жалко. Да. Ну, потому что, ну, я знаю, что там цены, но иногда даже в Манго зайдешь посмотреть пальто, а там они по 700 По злотых 1000 могут. легко. Ну, по 700. О, тут Саши, а майки где? А где майки? Внутри. А, вот. Ну, ты свою уже потом возьмешь, потому что она какая-то тоже клевая. Так, вау, какая офигенская. Блин, ну посмотрите на это качество. Ну, это именно Блин. Ю-линейка из плотного хлопка. Ну это круто. Вот этот Идеальная хлопок. посадка. У Саши такие уже, таких несколько, две у тебя? Одна. Или одна? Из Юникло. А, из Юникло. И он, Саша ее носит до сих пор, потому что, ну, с ней ничего не случается. Это супер. Цвет офигенский, да? Блин, я обожаю, я так люблю Юникло. Так. Штаны. Это ты, Сашка, все Да. заказала. Прогулочные. Ну, Прогулочные штаны. кто-то носит джоггеры Да. на повседневные. Ну, Саша заказывал себе как-то недавно, он с New Balance заказывал с Манго, оно все почему-то растягивается. Ну, манговские точно. No. New Balance. New Balance, они что-то протираются Протираются быстро. по шву, когда я их только с чупиком ношу. Да. А тут вот типа, вай. Есть ну это надежда. крутые. Не, ну это качество, конечно, не New Balance. Короче, еще что не купите в New Balance. Ой, ребят, они, кстати, тоненькие, их можно прямо сейчас ходить. Ну, сейчас жарко, наверное, но когда холоднее, типа, будет. Они крутые, класс. Это с чупсиком выгуливаются. Хотя, может, в бедронку Нет, сбегать, бедронку нормально. В Lidl уже Ну. так себе, в Мне бедронку нравится цвет. пойдет. Lidl так себе, говорит. Да. Не, в машине ездить тоже В машине классно. нормально. Супер. Ну, и я тоже себе майку заказала.
Ну, а изначально мы еще на 2 или 3 вещи Да, больше. больше. Там платье у меня лежало, я помню, и рубашка классная. Льняная, что А рубашка-то мне уже... её Уже не забыла. было. А, уже не было. Майка. Блин, она тоже крутая. Да? да. Мне нравится вот тут горло. Я ненавижу, когда есть декольте. Я просто это терпеть не могу. Во-первых, все загорает, а мне нельзя. Ну и во-вторых, не люблю, мне некомфортно. Классная. И мне нравится, что она свободная. Посмотрите, какой хлопок. Вы посмотрите, вы это видите? Fabrics. Это круто. И Details тоже Details. на месте. Details на месте, Fabrics на месте. Но я хочу следующее, чтобы, наверное, ты посмотри сюда открыл, потому что тут Ну, как бы, огромная куртка, она для тебя. Нет? да. Иди, меняемся. На ваше здоровье, ребята. Вот Сашка надел майку и штаны. Ну, в Uniqlo какие-то идеальные размеры. Да. Вот человеческие. Мгм. Не оверсайз, не скини, все. Какие офигенские штаны и какая офигенская майка. Хочу поближе подойдешь? Покажу Details. details. Ребята. Так, бумагу берем. Офигеть просто. Ну это details, это Fabrics, это Fashion, Uniqlation. Так, может быть, раскрывай следующее. Так, это Ну, это такая, это Fabrics. Ну, это, наверное, осенняя такая, да? Ну, не, я думаю... Или она тоже как зимняя идет? Ну, это гибридное пальто называется. Это тоже там есть пух. А, ну все-таки оно как пальто, оно не как... Блин, класс. Ну это качество, это вообще офигенско. Ну видно же сразу, вот человек надевает юникловскую одежду и сразу выглядит на миллион. Это хороший крой, хорошие края. Хороший крой, хорошая ткань. Хорошее качество. Мне еще нравится капюшон. Это даже для Ники большая. Ну, там какой-то... Это для плюс животика. наверное. Ну да. А тебе как? Ну, все. Ну. Рукава. Еще, ну это гибрид, это типа там пух есть. Ну это. То, что это не прям Мгм. пуховик, а более такой вот средний гибрид пальто. Ну вот знаете, бывает же Пуховика. зима такая без снега, ну просто ветер и, Ну, вот например, просто в пуховике и там часто градусов так. 10. Мне А кажется, тут это такая- идеально, да? Ну, она тонкая, реально. Ну. И, ну, не вау, как тепло, но на большую часть зимы хватит. Не, ну супер. На самые там минус 30, Мгм. если что. уже. А сзади она чуть-чуть удлиненная, нет? Не. Классно вообще. Ну вот такие у нас покупки. Классно, я считаю. Ставьте лайк, если вам тоже понравилось. Ставьте лайк, Стоило подписывайтесь. 100. 110 евро, не злоты. Ну, конечно. Ну, Ну, там все в евро. Нету злотых, Мгм. потому что официально, ну, как бы один магазин в Варшаве есть, но он не полноценный, а какой-то там поп-ап. Ну вот вы сами видите, вот даже внутри, вот переверни. Какие Ну, швы. старенькие. Ну, вот как Швы. швы, как вот все сделано. На плечах какая-то черная полоска, на спине. Может, там типа продувает. Не вентиляция, да, продувает немножко. Насколько все ровно. Хотя интересно, это прям в Японии делается или в Китае? Не, ну сделано в Вьетнаме. А, во Вьетнаме делается. Ну, типа японская. По японским технологиям, ребят. Прикольно, что все скрыто, все карманы, все такие детали. Типа Минимализм классный. минимализме, да. Не, ну это клево. Блин, я так мечтаю в Японии побыть. Не из-за Юникло. Да, конечно. Ребят, сразу подчеркну. Майка мне твоя нравится, cool. Но я уже свою майку не буду Она мерить. тоже. Поверьте, она классная. Пойду сегодня на работу. Все, скажи им, чтобы они поставили нам лайки, подписывались. Да, ставьте. Быстренько. Ставьте подписки. И лайки. Кстати, мы вспомнили, что в Юникло не очень хорошо. Мы покупали там носки Саши, и они быстро протерлись. Хотя они были такие классные, красивые, но они протерлись. Вот. Так что не так, чтобы прямо визжать, наверное. Но я все равно вяжу, потому что у меня все майки, все, что у меня есть из таких верхних вещей, потому что я не носила ни нижнее белье, ни эти, как это их, ни носки, а Сашка носил. И как бы у него они реально быстро порвались. Ну вот так. Носки там не покупать. А все остальное можно покупать. Годно.
Ребята, мне 12 минут до выхода, 10 уже. Я не могу выйти, я так ждала эту посылку. Манго, пришла мне сумка. Даже нет времени рассказывать, почему я опять купила себе сумку, потому что я очень люблю сумки. Это, наверное, у меня от мамы, Сашка. Ты знаешь, мама постоянно тоже себе покупает сумки. Я очень хотела летнюю сумку Манго. Я знаю, что... Офигеть! Я знаю, что они очень хорошего качества. Ну, добротного. Ну, я не ошибаюсь. Посмотри, какая! Подержи. Там была чуть меньше, но мне захотелось чуть больше. Потому что... Вот, тут есть такая косметичка, она такая вязаная, как сейчас модно. Ну, реально очень хорошего качества. Вот, это не кожа, но если это эко-кожа, то качество супер. Я ее так ждала. Мне надо срочно идти с ней на работу. Дальше следующую посылку. 10 минут, я успела только зуб почистить. А мне нельзя опаздывать, потому что мой автобус ходит только 2 раза в час. Мне надо успеть по любому. А это платье. Не, ну слушайте, Манго вообще очень приличное качество. Очень приличное. Ну, Юникло, конечно, нет. Ну, приличное качество, я имею в виду сумки. Я именно про сумку. А все остальное качество, ну, так себе, если честно. Ну, как когда. О, смотри, как красиво. Я уже надела. Сашка, смотри. Ну, видишь, как классно. Я не смогла удержаться эту сумку. О, она такая прозрачная. Да. Ну, я просто мы кое-куда поедем. Ну, вот, видите, нитки торчат. Но она за скидки. Все это было на скидке. И мне надо было что-то докинуть до бесплатной доставки. Вот я это платье докинула. Мы кое-куда поедем. Потом я расскажу, куда. Я хочу в этом платье быть. Ну и просто по городу буду гулять. Все. Хорошая распаковка, я побежала. Хочу вам быстренько показать перед выходом, как выглядит эта сумка. Блин, считай роскошно. Все, я убегаю, мне минута осталась. Вот я выгляжу вот так, а сумка со мной выглядит вот так. Блин, может, в лифте будет лучше видно. Во-первых, на мне новая майка. Я считаю, что она крутая. Шорты старые, это, кстати, с Манго. Но сумка вообще выглядит офигенски. Я рада, что я купила именно большую. Ну, теперь все. Я на работу. Итак, 12 часов ночи. Что я делаю? Я играю в Kinect. Хочу вам показать, какая-то офигенная игра. Что-то я вспомнила, что так захотелось поиграть в волейбол, который я практически постоянно проигрываю. Короче, поехали. Некогда разглагольствовать. Вас ставлю тут. Смотрите, как надо играть профессионально. Я мастер спорта по всем видам спорта. Потому что в Kinect можно играть во что угодно. Не помню, я показывала или нет. У нас есть вот такая приставка. Он подключается к телевизору, и вот эта приставка, она читает твои движения. И вот она я тут прыгаю, играю в волейбол. Но я проиграла, к сожалению, в этот раз. Еще у меня будет матч-реванш. Буду играть в бокс. Я проиграла. Во всех играх, что играла, во всех проиграла. Но зато я очень много сожгла калорий. Ну, немного. Сейчас первый час ночи. Написано 93. Это, да, а я еще начала до этого играть. Так что, может, около 100 и сожгла. Сейчас пойду мыться. Вот такая игра, очень классная. Kinect, это очень круто. Я не знаю, что сказать. Особенно это как спорт. Особенно такой, знаете, активный домашний спорт. Еще и интересно. Сжигается столько калорий. Все мокрое, пока дралась с ними. Короче, пипец. Всем привет. Сегодня у нас суббота, выходной. Мы идем чупик стричь. У нас вообще куча дел. Мы уже успели сходить в Бедронку. Сегодня скидка на красную рыбу. У нас, короче, сегодня охота. Мы пошли в Бедронку, не нашли красную рыбу. Ну, нету ее там. Подумали, ну ладно, сейчас поедем, отдадим чупсика. И, может быть, тогда, ну, походим по другим Бедронкам, может, там найдем.
Чупсик зарос. Обычно мы его так и стрижем, где-то раз в 1,5-2 месяца. Но тут сейчас лето, где-то 1,5 месяца. Вот зарос, сейчас я ему покажу. Вот он какой заростыш. Ну, видно уже шерсть, но ему жарковато, конечно, с такой шерстью, поэтому мы его чуть раньше отведем. Постричься, тем более он скоро у нас к петситеру поедет. А петситера надо быть каким? Правильно, красивым. Красавчик мой. Покажу вам потом после стрижки, какой будет. Я поеду в платье. В таком красивое платье. Я в том году его покупала. Нет, вру, 2 года назад его покупала. Я сейчас никогда не выхожу на улицу без SPF. Посмотрите, сколько у нас. 4 банки SPF. И все 50, потому что у меня проблемы с родинками. Они у меня все небезопасны, как мне сказали. И мне нужно максимум 50% мазать на себя каждые 2,5 часа. Я уже удалила 3 родинки, или 4. Чтобы не перепрыгивать с темы, покажу вам, что у нас очень много SPF. Это вот мы вчера купили вот этот, потому что эта эмульсия закончилась. Этот прошлогодний тоже нормальный. И этот я хотела, чтобы он распылялся, знаете, такой распшикиватель был. Ну вот так вот он, видите, выглядит. Я думаю, он будет распыляться по коже, то есть быстрее наносить. Не нужно будет вот это размазывать. А оно нет, оно все-таки как эмульсия, оно плюет такой какахой на тело и приходится размазывать. Короче, ожидание, реальность немножко не то. Вот по поводу моих родинок. По анализам они оказались нормальные. Короче, мы убегаем на 77-й автобус, чтобы успеть на автобус, потому что у нас тут очень мало вариантов. Если мы не успеем, то придется ехать на такси. А на такси ехать никто не хочет, потому что у нас нет скидки. Мы обычно едем на такси, когда у нас есть скидка. А тут у нас нет скидки. Поэтому едем, чтобы отдать чупсикам. Все, поехали. Ну, как вы видите, вот, у меня есть проездной. Нет смысла ездить на такси, а Сашка купил себе тоже проездной. Оказывается, есть такой проездной на выходной. Он работает с вечера пятницы 18 злотых до часу или 2 ночи в воскресенье. До 3 ночи... Ой, до 3 ночи понедельника, да, работает. Я считаю, что это очень хорошо. Это прям 18 злотых там проехать, расплюнуть. Если нужно много ездить по городу. Все, ладно, собираемся, поехали. Сашка, пришли в наш любимый Эмилон Грум. Кто живет в Лодзи, и у кого есть собаки, и кому нужен грумер, мы очень советуем. Здесь всегда ваша собака будет просто залюблена, зацелована, расчесана, вкусно пахнущая. Я очень советую. И тут очень классные грумеры. Мы ходим, вот как Чупин наступил за меня 3 месяца, 4, мы сразу отправили его в грумер, потому что мы знали, что такая порода собак, их нужно сразу приучать к расчесыванию. Ну, собственно говоря, этим сразу и занялись, и он очень спокойно вообще спит. И нам, вообще это занимает 2,5 часа. Мы там гуляем где-то по городу, через 2,5 часа приезжаем, забираем. То есть она говорит, что если поведение гжечное, то все отлично. Так 2,5 часа можно вложиться. Если поведение не очень, то, наверное, чуть дольше. Но обычно, если с маленьких, как бы, можно сказать, с пеленок отдаешь собак, то, в принципе, они привыкают, потому что водишь каждый там месяц, 1,5-2 по-разному. Вот, но он чуть-чуть боится, переживает, но обычно спит. Нам грумер говорит, что он обычно спит. И вот эта группа, она русскоговорящая. Так что еще плюс. Всегда можно договориться. Тут несколько. Сейчас тут уже много, да, сотрудников. И они есть на буксу. Можно их найти. Эмилон. Я, короче, потом засниму, как называется. И тут очень уютно. Вот Сашка сидит с чупсиком. Но очень уютно. Я считаю, что вот называется Эмилон салон грумерский. Но уютно. И собаку тут любят. Их тут любят очень. Эта собака, она трусишка. Он первые 5-10 минут актер. Я без вас не могу жить. Не люблю. А потом он нормально привыкает. И нам говорят, что 10 минут, после 10 минут все, он уже такой, как будет, так и должно быть. Он уже привык, он уже не играет вот эту вот актерскую игру, что ему плохо и одиноко. Ну, и петситер то же самое говорит, в принципе. Так что вот. А сейчас он актер боится. Может, не актер, может, правда боится. Может, ему реально плохо.
Ну, 2,5 часа. Он уже узнал это место, не хотел сюда идти. Но 2,5 часа, ничего страшного. Кучеряшек Да, не будет. кучеряшек не будет. 2,5 часа всего лишь, без А потом нас. скоро будут опять. Да, кучеряшки, они быстро растут, эти сладкие кучеряшки. Сел так за Сашей, за своим любимым властителем. Все, я не уйду от Сашки, буду с ним всегда. Мы тут с Сашкой отдали чупсика и сами пошли по скидкам в Заре. Набрали, короче, вещей, Сашка, Потому что мы Сашка все берет сюда себе, приехали да, сдать. заровские Что мы джинсы. заказали онлайн. Все Они нам не подошли. No. Мы все отдали и такие подумали, пошляемся еще, потому что скидки, возможно, что-то найдем. Сейчас мы заказывали по 60, по 70 или по 80, а сейчас, смотрите, цены. нет. 50. 80 и 100. Да. Офигеть. Она. 80 и 100? По 50. А сейчас такие же, точно такие, Саша себе заказывал, Не, сейчас я они чуть другие 50. заказывал. ну, но похоже. эти тоже устроил. Да. И, короче, Сашка берет такие вот грязные. И вот мои. Я просто сегодня платье, и поэтому я так затянула. И я думаю тоже взять себе вот эти мом. Не знаю. Надеюсь, они меня не полнят. У меня просто такая фигура. Вот тут вот у меня бедра большие. Сашка, Ну, это... бедра большие. Не знаю. Ну ладно, наверное, возьму. Пусть будет тоже 50 злотых. Или сколько, я не знаю. Наверное. 60. Ну, это 60 злотых. Ну, для джинса это очень хорошие А цены. эти были 200, а твои были тоже. Были 130. Да, 130. Ну, обычная цена без скидок это где-то 130-150. А вот эти уже слишком дорого, это за 200. Ну, Тогда вообще хорошо. Короче, вот, и я еще себе нашла вот такую джинсовку и буду брать, она Ну, прикольно прям выглядит. Под почти. цвет джин. Короче, беру вот такую джинсовку, ее классно накинуть. Сейчас накину на платье, покажу. И вот такая джинсовка. Мне кажется, клевая, нет? Я, короче, вот так могу накинуть и на платье. Люблю что-нибудь еще. Мне прям понравилось. Она короткая, сама по себе, или дырковатая. Кажется, классная, да? Как будто у меня ноги лежат. Они у меня короткие. Еще в H&M нашла себе вот такую шляпу. Думаю, летняя, классная. Еще с платьем летним. Буду вот так щеголять. Пойдем теперь Сашу искать. Будем на море ходить. Красавцами. Забрали нашего красавчика. Спасибо тебе. После стрижки. Чупсик. Отвернулся от нас, от всех. Обиделся, отвернулся. Ой, мы ждем автобуса, забрали вот датчику. Хотела показать его классную стрижку. Я так люблю этого грумера. Мне так классно стрижет Чупсика. Чупсик. Эй, собака. Короче, вы поняли, сниматься Чупсик не собирается. Вы поняли, какой был до, какой после. Такой он сладкий. Дружок. Как тебе на стрижке? Она, кстати, его постригла быстрее, чем обычно. Она сказала, он сегодня вел себя еще лучше, чем обычно. Я говорю, куда уже лучше? Ну, Говорит, это он новая просто... квартира повлияла. Да. У него другой. Она говорит, он просто вообще даже не рыпался. Он стоял, обычно он, наверное, спит, лежа, и надо его ворочать, типа, туда-сюда, а тут он стоял постоянно, и быстрее его можно было постричь. Хочу вам показать, какой Сашка делает нам холодный кофе. Это больше похоже на фраппучино в Старбаксе. Называется, Но мы его но доделали. чуть-чуть ближе к фраппучино уже. Мы его как-то так интегрировали под себя, подкупили пару ингредиентов. Вот, я ж- Подкупили пару ингредиентов, которые можно назвать, что это фраппучино, нет? Благодаря которым можно назвать, что это фраппучино. У нас есть такие классные стаканы, большие. Мы, кстати, их привезли с Турции. И вот, мы еще вчера подкупили карамель. Она продается в Линдле. Ну, она, наверное, часто стоит. Хотя, не знаю, я видела... Вот только вчера ее увидела, я просто не обращала внимания. Это прям настоящая соленая карамель. Ее можно самому сделать, она как домашняя по вкусу. Потом у нас есть такой сахар карамельный. Но он по вкусу ничего такого не добавляет. И самое классное в этом кофе будет это сливки. Дальше нужно молоко и сахар. Мы добавляем по минимуму сахара. Потому Ложка что... сахара, 2 ложки кофе. Ложка большая или маленькая? Чайная. Чайная ложка сахара. Короче, Сашка, расскажи, ты уже добавил 2 ложки растворимого кофе маленьких и 1 маленькая ложка сахара.
Пол-ложки карамели. Пол-ложки Ну, как карамели. получилось, Да. сколько получилось. И будешь... И у нас вот есть еще И вода. такая... миксер такой маленький. Как его назвать? Мини-миксер. Сашка туда добавляет. Ну, Сашка все делает, наверное, на глаз. Он сам выверил эти пропорции всех этих ингредиентов. Нам нравится. Получается идеально. И вот он смешивает. Не, ну знаете, мы просто первый раз попробовали добавить именно карамель сразу. Обычно мы карамель сверху добавляли. И она, наверное, не дает пенку. Ну ладно, без пенки будет. Пользуемся нашей тостерницей вовсю. Она делает вот такие поджаристые хлебушки. Ну, мы любим, Сашка, вот себе на завтрак. Я завтракать не хочу, буду просто кофе холодный пить. Потому что мы скоро будем готовить картошку с лисичками по-мажорски. Почему я говорю по-мажорски? Потому что тут лисички 200 грамм стоят каких-то бешеных денег. Около 20 злотых. А мы вчера пошли в Lidl, там была акция 1+1. И плюс еще вечерняя скидка, знаете, вот эти оранжевые наклейки клеят. Когда типа, ну там не срок годности, я не знаю почему, там нормально они выглядели. Может, их надо было, и магазину нужно было распродать эти лисички, не знаю. Ну, короче, мы попали в тот момент, когда было вот прям огромная распродажа этих лисичек, и мы себе купили 2 упаковки, будем сегодня делать картошку с лисичками. Так, вот, у нас есть вот такой красивый круглый лед. Я уже не буду лезть Тоже руками, но вы из видите. Турции. Тоже из Турции, получается. Мы купили в Турции, привезли форму. Не мы купили вообще-то, а нам подарили. Мы попросили, чтобы нам подарили. И Сашка добавляет молоко. Ну, видите, пропорции, я не знаю, Сашка не говорит. На глаз, наверное. Да, Все на глаз. Но главное, чтобы был лед. Потому что тогда получается айс-кофе. Так. Водички немножко. Немножко прям. Холодный. И заливает Сашка сливки. Ой, они все опрыскивают мне. Кстати, они недорогие, в Бедронке покупала. Не знаю, около 5 злотых, что ли. Так, и нам надо трубочки наши найти. У нас есть несколько видов трубочек. У нас есть вот такие длинные, прозрачные. И вот такие 4 маленькие. Вот эти маленькие очень классно подходят в кружки, в стаканы. Классный был карамель, мы вчера пробовали, но Да. они не Ну, растворяются. Саша, получается, вчера попробовал карамель сверху. Но так как она застревает такими кусочками, ну, и она как бы не размешивается, но она размешивается со временем. То есть ты сам должен ее размешивать трубочкой как-то. Но прикольно должно Можно быть вот так. кленовый сироп. О, у нас еще есть кленовый сироп, но я не хочу. Да. Не хочу портить. Но классно. Чем вам не Starbucks? Только что другие стаканы круче, чем Starbucks. Не круче, круче. Ладно, Сашка, давай ты попробуй и скажи свое мнение. Вначале нужно замешать карамель, либо сверху лучше полить. Есть карамельный вкус? Немножко есть. Но он так и должен быть, оттенок. Ну что, вкусно? Угу. То, что ожидалось? Ну, в Starbucks отличие в том, что они блендерят с Лёд. льдом. И, Да. ну, можно тоже, в принципе, такое сделать. Сблендерить лед? Да. Хотя у нас есть вместе блендер, да. перебить. Там и карамель лучше растворится. Угу. Ну, кстати, да, можно. Я тоже хочу попробовать на камеру, без прикрас, так сказать. Вообще прям свои эмоции расскажу. Ну, это потрясающе. Вот эта легкая нота карамели. Вот карамель, если добавлять на данихимозу, прям настоящую карамель. Хороший состав. Вот запоминайте, кому нужна карамель в Лидле, вот мы видели. Хотя нарисована это французская неделя. Ну, это французский. Это, наверное, знаете, когда французская Ну, неделя может, их часто привозят. бывает. Может. Короче, классная. Ой, господи, это, подожди, мой вот этот? Да. Еще раз, вообще, это так вкусно. Я не знаю, сколько холодного кофе я выпиваю в день. Саш, сколько ты мне раз готовишь? Ну, один. Какой один? 3 раза ты мне готовишь. Нет. Подожди, вчера я выпила 2. Разве? Да, утром, Может днем. быть. И даже днем мы гуляли, то есть 2. Не, ну 2 максимум, я больше не делаю. Ну, преувеличила на 1 разок. Ну, сегодня точно 3. Сегодня точно 3 раза не буду делать. Это вообще греческий рецепт, насколько я понял. Не американский, а греческий. Сашка говорит, Ну, фраппе. ты знал, что Я фраппе сначала- это Я думал, греческий? итальянский, как все кофейное. Угу. И вообще прикольно, что он делает именно из растворимого кофе изначально. Да. Ой, как вкусно, капец.
Я не могу оторваться. Ну, это очень вкусно. Это реально как фраппучино. Вот если... Вот мне нравилось без карамели, мы просто только вчера купили карамель. Без карамели Да, я ещё тащилась. Прикольно. А с карамелью так Вот- это вообще... вот можно как сделать более похожим, добавить просто мороженое пломбир, Мгм. чуть-чуть там его размешать, Тоже и будет будет, да? очень похоже. Кстати, нам надо мороженое пломбир. Теперь, получается, тоже хочу попробовать.